Друзья, это канал Сладкий Мастер. Готовлю тот самый торт к чаю, который носит название «Коровка», со вкусом знаменитых советских конфет «Коровка», в основе которых была вареная сгущенка. Торт «Коровка» готовится из простых и доступных продуктов и отлично хранится в качестве заготовки, которую можно собрать заранее и убрать в холодильник или заморозить на длительный срок. В торт уходят 2 стандартные банки вареной сгущенки на 380 грамм, без остатка, что также очень удобно. Особенно этот вкус оценят любители традиционных советских десертов на основе сгущенного молока. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Для теста предварительно мягкую вареную сгущенку вымешиваю недолго миксером. Если варенка из холодильника, просто разогрейте ее до теплого состояния на плите или в микроволновой печи. Добавляю теплое молоко, недолго перемешиваю, чтобы получилась однородная молочно-сгущенная смесь. Добавляю яйца, перемешанные на высоких оборотах миксера, чтобы появилась явная пена. Добавляю растопленное сливочное масло, недолго перемешиваю. Всыпаю сразу всю муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Перемешиваю на низких оборотах миксера до получения сгущенного или, как правильнее сказать, кексового теста на вареной сгущенке. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Для удобства определения порций на этом этапе разделите тесто на 3 равные части. Противень для выпекания обильно смачиваю водой при помощи кисточки. Сверху застилаю пекарскую бумагу и прижимаю руками, чтобы бумага зафиксировалась на листе. Треть теста выливаю на середину противня с помощью половника. Распределяю тесто по всей площади противня силиконовой лопаткой. Убираю противень с тестом в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут. Горячий корж перекладываю на решетку, сверху застилаю пергамент. Устанавливаю вторую решетку. Переворачиваю конструкцию сверху вниз. Извлекаю пекарскую бумагу. Окончательно оставляю на решетке до полного остывания, а затем убираю в холодильник. С оставшимися 2 заготовками проделываю идентичные манипуляции. В итоге должно получиться 3 кексовых коржа. Для крема мягкое сливочное масло перемешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы оно стало светлое и пышное. Добавляю коньяк, перемешиваю миксером. Добавляю сразу всю вареную сгущенку. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения стабильного крема. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно вымешиваю миксером, чтобы получился однородный сливочный крем. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк и напишите комментарий. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге и мотивирует меня публиковать проверенные и отработанные рецепты, которые я всегда тестирую на своей кухне. Вот такой стабильный и устойчивый крем я убираю ненадолго в холодильник. Охлажденные коржи складываю друг на друга. Срезаю обрезки коржей по всем сторонам выпечки. Убираю обрезки в еще не остывшую духовку на просушку. Часть крема выкладываю на первый кексовый корж. Распределяю его при помощи плоской палетки. Сверху укладываю второй корж и повторяю идентичные манипуляции. Окончательно закрываю торт третьим коржом. Сверху устанавливаю доску, прижимаю доску в середине торта, фиксируя и одновременно выравнивая торт. Разрезаю торт на 2 равные половины. Оставшуюся меньшую часть крема распределяю по срезанной половине торта. Укладываю вторую половину торта. Подравниваю боковины. Сверху устанавливаю доску и переворачиваю конструкцию сверху вниз. Извлекаю первую доску. Для декорирования теплую вареную сгущенку выкладываю на поверхность коржа и затем распределяю плоской палеткой. А крем, который вышел из-под коржей, разравниваю по боковинам торта. Подсохшие и остывшие обрезки размалываю на мелкую крошку. Обсыпаю торт крошкой по поверхности торта. Фиксирую крошку палеткой, чтобы она не осыпалась. Бока торта обсыпаю крошкой, которая осыпалась при помощи шпателя. Убираю торт в холодильник минимум на 8 часов. Торт «Коровка» получился очень ароматный и с ярким вкусом вареной сгущенки, как знаменитые советские конфеты. Торт отлично подойдет для домашнего чаепития или на праздник. Торт можно заморозить на несколько месяцев, и после замораживания он будет как только что приготовленный. Спасибо за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.